несколько секунд. Тускло освещенная сцена, почти безмолвное помещение и в самом центре силуэт мужчины, который движется с точностью даже тогда, когда за ним никто не наблюдает. Чунгук стоял там, в худи, тренировочных брюках, с небрежно убранными назад волосами, репетируя так, словно готовился выйти на стадион, а не в пустой репетиционный зал. Не было драматического света, шума толпы, громкой музыки, только чистая, необработанная интенсивность, которая всегда появляется, когда он вступает на сцену, даже если это всего лишь прогон, который не должен был быть записан. Люди, которые увидели этот клип, сразу узнали его. Легкий наклон корпуса перед высокой нотой, устойчивая позиция перед танцевальным выпадом, резкий выдох после идеально выполненного вокального рифа. Это была необычная репетиция. Это была непростая разминка. Это была подготовка Чунгука к чему-то большому. Именно поэтому видео мгновенно взорвало интернет. Всего за несколько минут фанаты начали спорить. Это для грядущего выступления BTS, для его сольного концерта? Почему он такой сосредоточенный? Почему хореография настолько точная? Музыки в клипе не было. Не было визуальных подсказок, но по его движениям было ясно. Он отрабатывает не рандомную связку. Это что-то структурированное, выверенное, многократно повторенное. Чунгук никогда не репетирует в полсилы, особенно если сцена оборудована полноценной звуковой системой. И отсюда возникает главный вопрос. К чему именно готовится Чунгук? Все, кто следил за ним годами, знают, интенсивность его репетиций – самый точный предвестник будущих событий. Когда он тренируется в обычном режиме, он расслаблен, шутит, смеется, пробует новые движения. Но когда он входит в режим выступления, даже репетиции превращаются в поле боя. И в слитом видео фанаты увидели именно эту версию Чунгука, ту, которая появляется незадолго до чего-то масштабного. Отсутствие танцоров рядом усилило впечатление. Он всегда начинает с себя, с фундамента. Он строит основу, а потом наслаивает детали. Так было всегда. Его переходы, его отработка шагов, его вокальные проверки на движении – все это выглядело как подготовка к выступлению, которая требует предельной отдачи. Чунгук не репетирует так для телешоу, не репетирует так для небольших появлений, не репетирует так для чего-то временного. Это выглядело как подготовка к полномасштабному выступлению, которое требует физического пика, точного вокального контроля и расчета дыхания. Что-то большее, чем одна сцена. Вот почему начались настоящие обсуждения. Когда фанаты увидели его работу ног, один момент сразу выделился. Хореография требовала быстрых смен направлений, полного контроля корпуса и выносливости, такой, которая нужна только для длинного сет-листа, а не одного трека. Сольные работы Чунгука всегда сочетали мощный танец с живым вокалом. Seven, Standing Next to You, 3D, Yes or No. И видео намекало на смесь этих стилей. Энергия ощущалась концертной, а не камбэковой. И вот тихая истина. У Чунгука есть незавершенное дело на сцене, как у сольного артиста. Его прошлые сольные выступления лишь слегка показали, на что он способен. Настоящий сольный концерт дал бы ему возможность раскрыть все. Мощный вокал, точный танец, эмоциональные треки, харизму, которая ощущается только вживую. Даже его дыхание, ровное, контролируемое, было дыханием артиста, который готовится выступать больше часа, а не 3 минуты. Но затем появилась вторая теория, та, которая свела фандом с ума. BTS. Некоторые элементы хореографии выглядели знакомыми, не идентичны старым выступлениям, но выполнены в стиле групповых композиций. Чунгук часто репетирует свои и чужие позиции, когда готовится к групповым сценам. И в этом видео было видно, что он оставляет места справа и слева, будто представлял, где будут стоять участники. Он даже проверял гармонизацию, что он делает в основном для BTS. Поэтому теория группового камбэка звучит не как фантазия, а как логичное объяснение. Но теория сольного концерта тоже выглядит убедительной. Его лицо было слишком сосредоточенным, слишком серьезным. Таким он становится только тогда, когда несет шоу один. Эта энергия напоминала период его сольной промоактивности, личной, насыщенной, цельной. И тогда возникает мысль, а что если он готовится к обоим выступлениям сразу? Фанатов поразило не то, какую хореографию он танцует, а как. Он стал сильнее, увереннее, собраннее, его движения обрели глубину, его взгляд стал четким, он двигался как человек, который не хочет терять ни секунды. Как артист, который понимает, когда придет момент возвращения, он должен быть готов. Это был не прежний Чунгук, это был новый Чунгук. Почему реакция была такой сильной? Потому что сцена – его истина. Каждый переломный момент в его карьере начинался со сцены. Мы погрузимся в историю, которая не просто взорвала индустрию развлечений, но и стала новым ориентиром для всего азиатского маркетинга. Историю о том, как один человек
Ким Тэхьон сумел изменить представление о брендах класса люкс и извели фурор. Люди говорили, что Тэхьон не просто рекламирует Paradise City, он превращает его в легенду, в место мечты, в символ роскоши нового поколения. Но когда же вышел официальный релиз, интернет буквально взорвался. Хэштеги с именем Тэхьона вышли в мировые тренды. Международные журналисты начали писать статьи о феномене влияния Ви, подчеркивая, что ни один артист в Азии еще не демонстрировал настолько стремительного роста в категории лакшери-брендов в столь короткое время. Но влияние Тэхьона не ограничилось цифрами. Оно изменило само восприятие брендинга. Многие компании, наблюдая за успехом Paradise City, начали пересматривать свои стратегии. Они поняли, сегодня людям недостаточно красивого лица. Нужна личность, которая создает атмосферу. Личность, к которой люди тянутся, которой доверяют, на которую хотят быть похожими. И Тэхьон стал символом этой новой эпохи. Эпохи, когда роскошь перестает быть холодной и недоступной, а превращается в форму искусства. И что самое удивительное, сам Тэхьон все это делает легко. Он не пытается быть идеальным в традиционном понимании индустрии. Он остается собой, естественным, глубоко артистичным, искренним. Возможно, именно поэтому эффект оказался таким мощным. Люди верят не бренду, они верят Тэхьону. А Paradise City просто оказался тем, кто понял это раньше всех. Сегодня многие аналитики называют его не амбассадором, а культурным катализатором, человеком, который приводит бренд не к тренду, а к истории. И в этом, кажется, заключается секрет того, почему Paradise City заплатил такую рекордную сумму и почему эта коллаборация стала одной из самых обсуждаемых в Азии. Тэхьон не просто получил контракт, он изменил парадигму того, что значит быть лицом бренда. Он показал, что настоящее влияние – это не цифры, не статистика, не охваты, а способность создавать мир вокруг себя. Мир, в который люди хотят войти. И, похоже, Paradise City только в начале своего нового золотого века. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters, and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm